Привет, друзья! С вами Маша. Рада вас видеть. И сегодня я поделюсь моим личным опытом изучения иностранного языка с нуля. Дам вам пошаговую инструкцию, как я изучала испанский язык в банке, в автомастерской, у врача. Мне нужно было использовать испанский язык, потому что они реально не понимали ни слова по-английски. Конечно, многие из вас скажут: слушай, сейчас есть Google переводчик, сейчас есть чат GPT, он прекрасно переводит. И это правда. Эти переводчики хорошо переводят. Только я по своему опыту вижу, что есть разница между тем, чтобы говорить и установить контакт человек-человек и общаться через переводчика, через Google переводчик. Лично мне намного труднее разговаривать с людьми через Google переводчик. Мне не хватает этого человеческого фактора. Теоретически, я думаю, что возможно переводить большинство разговоров чатом GPT или Google переводчиком, но для меня был важен этот человеческий фактор. Первый шаг, который я считаю, что необходим каждому из нас, это ответить себе на вопрос: как я хочу изучать иностранный язык? Самостоятельно или с учителем? Когда мы становимся перед выбором, как же изучать язык, важно ответить себе на этот вопрос. Я сказала себе, что буду изучать практически самостоятельно, но возьму себе преподавателя, с которым у меня будут уроки один раз в неделю, 1 час, и он меня будет направлять и корректировать. Друзья, это очень важная функция преподавателя. Когда вы подбираете себе преподавателя, здесь нужно ответить себе тоже на несколько вопросов. Первый вопрос: мы берем носителя языка или нет? И мой опыт показывает, что носитель языка — это всегда супер, но он, во-первых, может быть дороже, во-вторых, он может чуть-чуть хуже объяснять нюансы своего родного языка, если у него нету профильного образования. Почему? А попробуйте вы объяснить нюансы вашего родного языка. Почему в этой ситуации мы используем такую конструкцию, а в очень похожей другую? Это приходит к нам интуитивно, но объяснить другому человеку, почему мы говорим именно так, а не по-другому, не всегда просто. Так что этот выбор между носителем языка и неносителем языка — очень важный выбор. Я для себя выбрала не носителя языка, но при этом это была девушка, которая живет в Испании уже много-много лет. У нее муж испанец и дети испанцы. Поэтому она окружена испанским языком и каждый день говорит только по-испански. Поэтому ее уровень испанского очень высокий.
Почему я вам все это объясняю? Потому что я бы не взяла преподавателя, который живет в другой стране и изучал язык по учебникам. Не потому что это плохо, друзья, это прекрасно. Просто потому, что у этого преподавателя нету контакта с живым языком каждый день. А для меня лично, как для ученика, как для студента, важно, чтобы мой преподаватель знал, как выражаются носители языка каждый день. Это первое. Второе. При выборе преподавателя, и об этом недостаточно много говорят, очень-очень важно, чтобы у вас с ним был коннект, чтобы вы себя комфортно чувствовали с этим человеком, чтобы вам было интересно с ним разговаривать, интересно быть с ним на уроках. Вы скажете: "Маша, ну, достаточно, чтобы он хорошо учил". М. Нет, очень большой процент нашей мотивации, нашего отношения к материалу, к предмету, который мы изучаем, зависит от преподавателя, от того, нравится он нам или не нравится. Нравятся ли нам уроки или не нравятся? Да, можно выучить язык с преподавателем, который нейтральный или который нам не очень нравится. Я не говорю, что невозможно. Возможно, но труднее. И зачем делать жизнь труднее там, где она может быть проще? То есть всегда ищите преподавателя, с которым вам нравится разговаривать, с которым вам нравится быть на уроке. И третий элемент, на который я обращала внимание при выборе преподавателя и вам рекомендую, это то, чтобы преподаватель исправлял ошибки. Это его очень важная функция. Он должен нас корректировать, показывать, что смотри, здесь ты используешь неподходящую конструкцию. Здесь не та грамматическая форма. Мы не используем так это слово. В этом контексте используем другое слово. Это невероятно важно. Если преподаватель на уроке только вас слушает и кивает головой и говорит «хорошо» и не исправляет ошибок, то эффективность таких уроков значительно ниже. Потому что, окей, это как поговорить перед зеркалом, что, между прочим, тоже является хорошим упражнением. Практиковать язык, говоря с самим собой, да, перед зеркалом. Но мы не идем вперед таким образом, не получаем новую информацию и ценный фидбэк, который позволяет нам понять: "О, это выражение я использую правильно, мой преподаватель меня не корректирует, здесь все нормально, а это выражение нельзя использовать. Окей, он меня исправил несколько раз. Я постараюсь запомнить, что так не надо говорить". То есть преподаватель нас направляет. Когда я делала выбор, буду ли я заниматься с преподавателем или буду изучать язык сама, для меня лично очень важной была тоже тема грамматики. Я изучала английский тоже сама, и я знаю, что я грамматику использую очень так интуитивно и делаю ошибки.
А преподаватель как раз может объяснить так очень четко, при этом сжато, что и как в этой грамматической конструкции работает. В книгах часто грамматические объяснения даны в такой сжатой форме, так что тебе нужно очень много восстанавливать контекст, а преподаватель может обратить внимание и сказать: смотри, здесь вот это самое важное и вот это, а все остальное не так важно. И поэтому для меня было очень важно, чтобы мы на наших уроках говорили о грамматике, в смысле, чтобы проговорили контексты, когда что мы используем. Еще один важный нюанс — это то, что я могу говорить с носителями языка и практиковать язык. Все прекрасно, только разговоры с носителями языка всегда очень широкие. И чуть-чуть об этом мы поговорим, чуть-чуть об этом. Изучение языка в учебниках часто идет согласно темам. Это такая тема здоровья, теперь тема еда, тема покупки и так далее. И когда мы делаем уроки с преподавателем, то у нас есть возможность попрактиковать именно те слова, которые появляются в данной теме. Мы делаем диалоги, отвечаем на вопросы. И я лично вижу в этом большую ценность занятий с преподавателем. Так что именно возможность фокусироваться на каких-то группах слов, блоках слов на уроках с преподавателем для меня лично было тоже таким важным аргументом в пользу занятий. Хотя, как я говорю, у меня есть возможность говорить по-испански в магазине и с соседями, со знакомыми. Что еще важно? Учитель, преподаватель языка, у которого есть опыт, всегда рекомендует хороший учебник. И для меня лично это очень важный элемент процесса изучения языка. Почему? Потому что хороший учебник структурирует информацию. И с моей точки зрения это очень важно иметь хорошую структуру, потому что я вижу изучение языка как немножко строительство такого здания, что мы начинаем с фундамента. Этот фундамент крайне важен. Фундамент — это базовая лексика, базовые слова, выражения, языковые конструкции. Это базовая грамматика, например, как изменяются глаголы в настоящем времени, в прошедшем времени, какие конструкции синтаксически используются регулярно. Это все фундамент, и на этот фундамент мы надстраиваем разные дополнительные знания, добавляем дополнительную информацию, которая необходима для владения языком, но которая без этого фундамента не имеет смысла. Я только приведу один пример. Помню, как ко мне пришел ученик, поляк, после другого преподавателя. У него не было никакой базы. И, естественно, эти все слова у него как вылетали в одно ухо, так и вылетали из другого. Язык так не работает. Чтобы выучить его,
нам нужно построить фундамент. Мне порекомендовали учебник, по которому я очень активно самостоятельно занималась. И теперь, друзья, здесь важный момент. Если мы поставили себе задачу изучить язык, например, за год, как я себе поставила, изучить язык до уровня, когда я смогу достаточно свободно разговаривать в банке, у механика, у врача, не значит, что я буду понимать 100%, но значит, что я смогу получить информацию, которая мне нужна, понять, что мне говорят, и передать информацию, которую я хочу передать, так, чтобы другой человек понял, что я ему хочу сказать. Это не значит, что в идеальной форме, без ошибок, без единой ошибочки. Нет, важен результат. Для этого я сказала, что буду стараться заниматься языком 5-6 дней в неделю. Не по 5 часов, но как минимум по 20-30 минут. Что входило в эту работу? В эту работу входили задания из книги. Я просто делала упражнения, которые были в учебнике. Я слушала аудио из учебника. Я начала работать с теми материалами, которые меня окружали. Читала какие-то тексты по-испански, и я старалась перевести. То есть у меня телефон в руке, и я такая: "О, а что это значит? Это значит". И в магазине я вижу продукт, и я обязательно читаю вдумчиво, сознательно его название и стараюсь запомнить. Не так, что вбиваю себе в голову. Нет, но читаю несколько раз. И каждый раз, когда прихожу, я стараюсь прочитать еще раз, чтобы запомнить, какой продукт я беру, как он называется по-испански. Не все продукты до сих пор я знаю и помню, потому что какие-то редкие, думаю, что не так нужны. Но идея такова, чтобы читать все, что ты встречаешь, что ты видишь перед собой. У каждого из нас есть свой способ, как запоминать слова. Нужно так потренироваться и посмотреть, что помогает каждому из нас запоминать эти слова. Я для себя открыла, что мне очень помогает просто записывать эти слова. То есть, если я делаю какое-то упражнение из книги, и там появляется слово, которого я не знаю, я записываю себе это слово с переводом на русский язык. И потом, что тоже очень-очень важно, друзья, когда у меня, например, нет энергии, чтобы активно изучать испанский язык, я стараюсь эти 20 минут посвятить тому, чтобы просто прочитать эти записанные слова. Я лично называю этот процесс контакт с языком. Читаю и читаю перевод на мой язык. Еще упомяну, потому что мне кажется, что это не очевидно. Я стараюсь записывать не по одному слову. Я стараюсь записывать целые формулировки в тетрадь. Я не пишу слово деньги, я пишу было много денег. Или хороший, я пишу он хороший водитель. Потому что такая формулировка появилась в тексте. Не потому, что это
только так можно сказать. Нет. Но чтобы я понимала и видела, как это слово ведет себя во фразе, в предложении. Лично мне это очень помогает, потому что я понимаю, как строить фразы с этим словом. А если я записываю слово в тетрадь, вырванное из контекста, просто одно слово, то у меня такое впечатление, что я знаю, окей, я выучила это слово, но впечатление такое, что я не знаю, как его использовать. А если оно даже в паре просто с другим словом, у меня чувство, о, да, хорошо, я знаю, как использовать это слово во фразе. Так что, друзья, тоже можете попробовать этот способ, этот трюк и посмотрите, дает ли вам это результат или для вас достаточно просто выписывать отдельные слова и их значение в вашем родном языке. Следующий способ, который помог мне быстрее выучить испанский язык, такой немножко смешной и забавный, это то, что как только я построила себе эту базу, то есть я знала достаточно слов, чтобы понимать простые фразы, я начала работать с мейлами, с сообщениями, с текстами, которые мне и так приходили. То есть я получаю сообщение из банка, например, я понимаю 20%, и я садилась и просто переводила со словарем это сообщение из банка. Я могла бы взять себе Google переводчик и вот так перевести все. Мне и так надо понять, что мне написали. То есть мотивация очень высокая. И теперь так, может быть, это хорошая возможность попрактиковать язык. Когда ты живешь в стране, ты получаешь много таких официальных сообщений. И они написаны языком, который отличается от такого разговорного языка. И хочешь ты или не хочешь, все равно тебе нужно понимать этот формальный язык, научиться владеть, как минимум понимать, что написано в этих формальных, официальных сообщениях. И я достаточно рано начала работать с этими сообщениями. Это тоже очень неплохой способ изучать язык, потому что очень высока мотивация, чтобы понять то, что тебе пишут, но при этом ты можешь использовать этот текст как материал для изучения языка. Следующий способ. Я нашла несколько каналов на YouTube, которые ведут носители испанского языка. И я начала смотреть видео, в которых носители говорили только по-испански. Понятное дело, что они говорят медленно и используют простые слова, понятные для изучающих язык. Но этот контакт с носителем языка, с тем, как он говорит, с какой интонацией, как мелодия языка звучит, мелодика речи, это для меня было очень важно. Такой урок, который я слушала на YouTube, для меня был уроком. То есть я не просто
ехала на машине и слушала, что тоже прекрасно, друзья. Я не говорю, что это плохо. Просто я подходила к этому серьезно. Я включала урок, и когда учитель объяснял какую-то тему грамматическую, давал лексический материал, я записывала в себе эту грамматическую конструкцию, я записывала фразы из этого урока, чтобы потом у меня была возможность вернуться к этому материалу и еще раз себе прочитать. В видео я бы не нашла этот конкретный фрагмент, чтобы так вернуться и повторить. А в тетради я могла это сделать. Это был очень важный элемент науки. Я очень много слушала этих видео и выписывала себе очень много информации из таких видеоуроков. Друзья, когда видео было для меня трудным, то я смотрела его один раз, выписывала фразы, выписывала конструкции, потом возвращалась к этому видео и пересматривала его, то есть смотрела еще раз, 1, 2 или даже 3 раза в течение какого-то времени. Обычно в течение недели. И скажу вам, что на 3-й раз это очень трудное видео с новыми словами, с трудным материалом казалось мне уже далеко не таким трудным. Еще я начала слушать испанские песни, переводить эти песни. Музыка – это чудесный способ изучения языка. Когда она нам нравится, то у нас есть возможность получать удовольствие и изучать при этом язык. Но, конечно, это не просто значит слушать песни. Это точно так же брать текст и переводить. И запоминать целые фразы, конструкции из этих песен, петь вместе с исполнителем. И это имеет еще один бонус. Мы также тренируем произношение, когда поем, когда говорим вместе с носителями языка. Я знаю людей, которые выучили очень неплохо иностранный язык, слушая огромное количество песен на этом языке и работая с этим материалом, слушая эти песни. Им это так нравилось, давало такую позитивную энергию, так их мотивировало, что они выучивали все слова из песен, что они очень хорошо тренировали произношение, и у них был очень быстрый прогресс. Ну и, конечно, чтобы выучить язык, невероятно важно его активно использовать. И, возможно, это самая непростая часть изучения иностранного языка. Да и не только языка, чего-то нового. Потому что очень важная мысль и правда жизни заключается в том, что чтобы стать в чем-то хорошим, сначала нужно побыть в этом чем-то плохим. Другими словами, у нас обязательно будет этап, когда мы что-то новое для себя делаем просто-напросто плохо. Это не просто психологически для нас, особенно если мы привыкли к тому, что
мы хорошо говорим на других иностранных языках. Начинать с такого низкого уровня, когда ты с трудом можешь сказать несколько фраз, и то делаешь много ошибок. Невероятно важно пройти этот этап и стараться максимально использовать иностранный язык. Практиковать, где только получится. Я старалась всегда говорить по-испански. Я говорила, вы знаете, я не говорю очень хорошо, мягко говоря, но я хочу практиковать испанский язык. Мы можем говорить по-испански? И мне говорили, да, конечно, да, давайте по-испански. И я с трудом, медленно, подбирая слова, но говорила по-испански. И это трудный процесс, когда ты чувствуешь, что ты так плохо говоришь. Тебе нужно столько времени, чтобы сформулировать мысль, но здесь важно не сдаваться, не поддаваться и верить в то, что еще чуть-чуть и будет лучше. И действительно, шаг за шагом, потихоньку ты видишь у себя прогресс. Ты чувствуешь, что говоришь чуть-чуть быстрее, что слова приходят к тебе чуть-чуть быстрее, и тебе не надо так много думать о том, что сказать. И это чудесное чувство, которое тебя мотивирует и помогает тебе идти дальше и изучать язык дальше, совершенствовать его. То есть нужно просто перетерпеть этот первый начальный этап, когда действительно очень трудно выразить мысли и сказать что-то толковое или что-то, что звучит так красиво. Друзья, я рассказала вам свой опыт, как я изучала испанский язык. Я сейчас не скажу, что говорю блестяще, абсолютно нет, но я чувствую себя комфортно и уверенно, потому что знаю, что могу пойти туда, куда мне нужно, и с ошибками, не идеально, но передать информацию и получить информацию в ответ. И это чудесно, потому что я дальше изучаю язык, я дальше совершенствую свое знание языка, но при этом я знаю, что этот инструмент, который помогает мне выжить, служит мне верой и правдой, и я умею им пользоваться. Я желаю вам успехов в изучении иностранного языка, который вы для себя выбрали. Пожалуйста, не поддавайтесь, идите вперед. И если вы сейчас находитесь на этапе, когда вы мало понимаете, когда вам трудно красиво выражать свои мысли, пожалуйста, помните, что это только этот этап. Самый трудный этап. Дальше будет только лучше. Продолжайте, пожалуйста. Я с вами и желаю вам успехов. До встречи. Пока.